Во время обычного патрулирования в морской зоне ВМС Шри-Ланки произошел случай, который потряс экипаж. Патрулируя прибрежные воды, их опытные глаза заметили нечто необычное, плавающее на поверхности. Решив не откладывать, офицеры решили подойти поближе. Что же это может быть, дрейфующее в одиночку в море и привлекающее внимание? И как это повлияет на их патрулирование? Подходя к странному объекту, экипаж с замиранием сердца ожидал, что они найдут, и ничего не могло подготовить их к тому, что они увидели. Слон, застрявший в море и с трудом сражающийся с сильными океанскими течениями. Экипаж воскликнул от шока, пытаясь понять, как такое огромное животное оказалось так далеко от берега. Осознав всю серьезность ситуации, моряки поняли, что им нужно действовать быстро. Слон был явно истощен, и если они не поспешат, он может утонуть. Не теряя времени, они связались с Центром защиты животных Шри-Ланки, надеясь получить экспертные советы и помощь для того, чтобы эта миссия спасения не превратилась в трагедию. Пока они ждали помощь специалистов, моряки не могли не задаться вопросом, как слон оказался в этом месте. Не отстал ли он от стада? Не забрел ли слишком далеко? Но пока эти вопросы оставались без ответа. Важно было одно — вернуть слона в безопасность. Когда команда из Центра защиты животных наконец добралась до места, их сердца сжались от увиденного. Это было сердечное зрелище. Величественное существо, полностью истощенное, беспомощно плавающее в открытом море. Но время не ждало. Вместе с военно-морскими силами они принялись за составление плана, ориентированного исключительно на спасение слона, без дополнительного ущерба для его здоровья. По совету экспертов группа водолазов ВМС приступила к следующему этапу. Им нужно было подойти к слону медленно и привязать крепкую веревку, чтобы подготовиться к возвращению на берег. Но возникла большая проблема. На корабле не было подходящего оборудования, чтобы поднять такое тяжелое животное. Однако они не сдались. Вместо этого команда спасателей предложила другой план. С новыми силами водолазы и сотрудники Центра защиты животных объединили усилия, чтобы придумать новый способ вернуть слона на берег. Они решили создать человеческую цепь вокруг слона, обеспечивая ему устойчивую поддержку, направляя его через сильные волны. Каждый водолаз занял осторожную позицию, стараясь не напугать и не раздражать животное. Все понимали, как важно оставаться спокойными. Один неверный шаг мог бы привести к панике у слона, и все было бы еще хуже. Поэтому с сосредоточенностью и командной работой они начали медленно и осторожно вести слона обратно к берегу. Каждое движение было важным. Вся команда оставалась настороженной, работая синхронно, чтобы слон оставался в безопасности и не утонул в бурном море. Их цель была единой — вернуть усталое животное домой. Новая надежда и решимость наполнили экипаж. Они не могли не восхищаться храбростью слона, который сражался с невозможным. Путешествие стало не только спасением, но и сильным напоминанием о глубокой связи между людьми и животными, о том, как далеко мы готовы зайти, чтобы защитить жизнь. Доверяясь естественным способностям слона к плаванию, они опирались на его силу и волю к жизни, делая все возможное, чтобы приблизить его к берегу, где хватка океана, наконец, ослабнет. Часы казались бесконечными, пока они продолжали медленно двигаться в сторону суши. Несмотря на то, что слон был явно измотан, он продолжал идти вперед, показывая невероятную силу и дух. Водолазы находили мотивацию в его борьбе, и даже через свою усталость они продолжали двигаться, веря, что безопасность вот-вот наступит. Когда берег начал проступать вдали, волна энергии охватила спасателей. Звук разбивающихся волн как бы принес чувство надежды и волнения.
Человеческая цепь осталась крепкой, используя все оставшиеся силы, чтобы провести слона через последний участок открытого моря, ближе к твердой земле. Когда земля была почти рядом, водолазы ощутили радость. Каждое движение теперь приближало слона к безопасности. Они видели, как слон получает новую порцию решимости. Моряки наблюдали с восхищением, как слон, несмотря на все, нашел в себе силы идти дальше. Своими ногами он отталкивался вперед мощными толчками, движимый обещанием земли впереди. Океан продолжал метать его усталое тело, но слон не останавливался. Он продолжал плыть, продолжал бороться, приближаясь с каждым движением. Спасатели, военнослужащие и эксперты по животным стояли на грани, их сердца были переполнены тревогой и надеждой, моля слона дойти до берега. И вот это случилось. Слон достиг мелководья, где он смог встать и передвигаться с помощью команды. Облегчение охватило экипаж, как волна. Они пережили нечто по-настоящему сложное, и теперь они могли увидеть награду за свои усилия. Время как бы остановилось, когда огромные ноги слона коснулись мягкого песка. Их длинное, изнурительное путешествие наконец-то подошло к концу. Из радости раздались крики, которые эхом прокатились по пляжу. Они сделали это. Миссия спасения удалась. Некоторые моряки и водолазы не могли сдержать слез, наблюдая, как слон снова встает на ноги. Они стали свидетелями чего-то действительно мощного. Что могут сделать сострадание и командная работа? Сильное и стабильное присутствие слона было явным признаком того, что он пережил невообразимое. Спасение завершено. Слон в безопасности. И даже несмотря на то, что операция вымотала всех эмоционально и физически, в конце стало ясно: когда люди объединяются для общей цели, возможны невероятные вещи. Экипаж молча собрался вокруг слона, наполненный уважением и восхищением. Связь, которую они создали во время спасения, не требовала слов. Каждый знал, что это был момент, который они никогда не забудут. История, которую будут передавать друг другу в течение многих лет. Когда солнце опускалось низко в небо, окрашивая песок мягким золотым светом, экипаж отступил. Слон медленно начал двигаться самостоятельно, осторожно, шаг за шагом, чувствуя свою свободу. И затем, в мощный и незабываемый момент, он поднял хобот высоко и издал триумфальный трубный звук, как будто заявляя всему миру о своем выживании. Это спасение довело всех до предела физически и эмоционально, но оно также доказало силу связи между людьми и животными. Это была история о доброте, храбрости и решимости, которая сохраняет надежду живой. И она вдохновит многих верить в то, что возможно, когда мы стоим вместе. Когда слон остановился и огляделся, экипаж не мог оторвать от него глаз. В его взгляде было что-то усталое, но благодарное, тихий знак признания тем, кто так сильно боролся, чтобы его спасти. Минуты тянулись как моменты, пока не прибыла медицинская команда по работе с дикой природой, готовая оказать слону необходимую помощь. Спасение серьезно сказалось на животном, и было очевидно, что для его восстановления необходимо мягкое и экспертное внимание. Все еще наполненные облегчением, моряки работали с медицинской командой, чтобы подготовить слона к следующему путешествию. На этот раз в реабилитационный центр, где он мог бы полностью восстановиться. Прощание было тяжелее, чем ожидалось. Команда установила настоящую связь с этим животным за все, что они пережили вместе. Но с помощью ветеринаров животное было аккуратно помещено в специально оборудованный транспорт. Когда оно покидало берег, место, где чуть не потеряло свою жизнь, оно уезжало в окружении доброты и с новым шансом на жизнь. Путешествие в реабилитационный центр было тихим, но наполненным эмоциями. По пути экипаж размышлял о том, что произошло, о борьбе,
командной работе и надежде. Несмотря на все трудности, они спасли жизнь, вырвав ее из схватки океана, и доказали, как сильна воля к выживанию. В центре слон теперь получит круглосуточный уход. Здесь он отдохнет, восстановит силы и, когда будет готов, вернется в дикую природу. Для экипажа ВМС Шри-Ланки это был конец одного этапа, но такого, который глубоко изменил их. Они стали частью чего-то действительно значимого. Когда их миссия завершилась, моряки покинули центр с полными сердцами. Они сделали что-то удивительное. Не просто спасение, а напоминание о том, что возможно, когда люди работают вместе с состраданием. Эта история останется долговечным примером того, что может достичь единства, забота и смелость перед самыми сложными вызовами. Итак, экипаж вернулся к морю. Их жизни навсегда были изменены слоном, за которого они так боролись. Они никогда не забудут тот день, когда они стояли вместе и помогали существу бороться через все преграды. Это воспоминание они будут носить с собой всю свою жизнь. Момент, который доказал, что жизнь и надежда могут победить даже в самых неопределенных водах. Вы когда-нибудь помогали животным в нужде или видели, как они борются за выживание вопреки всем трудностям? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Нам будет интересно услышать вашу историю. Если вам понравилось это невероятное спасение и сила, которую оно показало, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые настоящие истории о силе сострадания и командной работы.